Представители знака зодиака Телец, Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Что ждет? Узнай будущее. Что изменит твои планы или события, которые влияют на вашу жизнь в этот период? И у нас период и прогноз Таро на 10 дней, на декаду с 1 по 10 декабря. Давайте узнаем подсказки карт на будущее. Каковы события ближайшего будущего и с чем это будет связано? Я же вас приглашаю на свой сайт. Я оставлю все ссылки в описании под видео. И на декабрь есть уже планетарный прогноз. Перейдите, почитайте, какие энергии вам помогают. Свои планы, ожидания, ну так, переложите на расписание звезд, и я думаю, подсказок будет больше. Мы же с вами идем дальше. У нас колода Ленорман. 4 карты мы достанем и позволим картам нас провести по той траектории событий, как они это видят. Что для вас, мои дорогие тельцы, будет важно в этот период или ваши приоритеты, чем придется, может быть, заниматься. Итак, события ближайшего будущего. Каково это будущее для вас, тельцы? 4 карты. Далее на колоде Таро. Первая карта Таро. Неожиданность. Или, может быть, как раз вот те события, которые меняют вашу жизнь. Или вы какие-то свои приоритеты, планы поменяете. Давайте узнаем. Может, и обстоятельства так складываются, что не раз поменяете планы. Такое может быть. Итак, неожиданность. В чем ваша сила? Что вам помогает? И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, у кого-то учеба, у кого-то оформление документов, может быть. Это вот все в эту карту. Каковы энергии? Энергии денег, финансы. Личная жизнь с 1 по 10, что нам расскажут. И достанем карту совет, которую откроем в самом конце. И что же нам Ленорман? О чем? Ух. Крысы. Мои дорогие тельцы, вы кому-то не верите. Или, может быть, вы даже знаете, кто это. По крысам, точнее, по аркану этому никогда не идет чего-то такого откровенно хорошего. И значит, есть такие персоны в вашем окружении, буквально которые вам мешают. Вы, кстати, можете где-то уже, ну, если не знать, то интуитивно чувствовать. И ведь это те люди, которые, они открыто не действуют. Они ждут удобного момента. Или они ждут, как получить от вас какую-то выгоду, мои дорогие тельцы. И значит, ваша задача предусмотреть таких. Я бы сказала так. Если крысы завелись, значит, охраняем себя сами. И какие бы дела вы тут не планировали, вы должны отталкиваться от вашего интереса раз. Сохранять, безусловно, деньги. Быть внимательным, может быть, при составлении каких-то документов. Может быть, на будущее вы будете уже что-то планировать. Тогда оттолкнитесь от того, что вам могут где-то вставлять палки в колеса. Правда. Или какой-то вот период, не такой он и большой, эти 10 дней, но он может быть связан с тем, что придут какие-то новости. Или вы, кстати, может быть, в этот период совершенно случайно убедитесь в том, что, а я не могу всем доверять. Потому что мне нужно не просто держать руку на пульсе, а так это еще смотреть внимательно по своей траектории, поскольку, ну, как-то в окружении не все люди проявляют искренность. Давайте посмотрим вторую карту, может быть, нам раскроют, с чем это связано. У кого-то и по работе. Да, правда, вам нужно быть очень аккуратному, внимательному. Аркан лиса это тоже где-то, пусть не как крысы, которые ждут, когда стемнеет, и вот выйти, или когда никого нет, удобного момента. Где-то лиса тоже ждет. Но, будем говорить, это хитрость, обман конкретный более. И, может быть, вы находитесь сейчас, или предыдущий период ноября для вас открыл некоторые тайны, такое может быть, когда вы решили от чего-то отказаться. Но мы смотрим на декабрь, поэтому я могу предположить, что люди никуда не исчезнут из вашей жизни.
И даже если вы уже кого-то просчитали, скорее всего, какая-то история продолжится. Скорее и вы можете быть где-то по этой карте, мои дорогие тельцы, именно потому что есть какие-то контакты с человеком, допустим, или есть конкретное дело. И вам обязательно во что бы то ни стало, либо человек этот нужен, или то дело, с которым, которое вы с ним, ну, как общее что-то имеете. Или, может быть, это по работе, там мы тоже не все можем поменять. Но вы понимаете, что это вы должны быть хитрее. И поэтому в каком-то контексте или в каких-то рамках вашего интереса вы что-то готовы продолжать, но при этом, значит, оставаться настолько внимательным, предельно внимательным, буквально каждую минуту, никому не доверяя. Может быть, карты нам так и говорят, что ты, смотри, телец, вокруг тебя не все или не все транслируют то, что думают. И для тебя вот эта хитрость где-то, изворотливость в эти 10 дней декабря совершенно необходима. По крайней мере, я вижу так. Ну что ж, если жизнь не оставляет другого, будем хитрить. Или учиться. Вы знаете, у кого-то тут могут быть вопросы, связанные непосредственно с вашим домом, недвижимостью. Может быть, у кого-то ремонт. У кого-то это в планах переезды какие-то. Может быть, и важное согласование. Вам могут даже, допустим, какой-то картинки общей не рассказывать, не давать информации. Хотя, допустим, кто-то эту информацию уже знает наперед. Это может касаться и дел каких-то, когда это ваше личное дело. Может быть, вы работаете сами на себя. Но вот есть какая-то составляющая, которая означает ваше благополучие. Потому что когда аист – это первое благополучие, второй момент – личная жизнь. Или у кого-то как раз вот это, или эти две карты, то, что я сказала по двум картам, будет где-то перекликаться с взаимоотношениями с конкретным человеком по части личной жизни. Это может быть и какая-то история из прошлого, или прежние какие-то отношения. И для вас это не новость, что человек где-то может, ну так это быть на своей волне, и в любой момент от него можно ожидать всего чего угодно. И вы где-то наготове. И вы тоже, вас уже не застанешь врасплох, тогда для вас это будет очень сильная позиция. Ну, где-то вот хитрее быть все же действительно есть какой-то смысл для вас. А для кого-то из вас это вопрос связан с переездом в другую местность, где вы вообще нужно быть осторожным. Еще и вы не знаете, какие возможности откроются или какие превратности встретятся на пути. Для кого-то из вас конкретно какая-то поездка. И значит, будьте в поездке предельно внимательны. Берегите свои сумочки, берегите свои деньги, кошельки. Берегите, мои дорогие тельцы, ваши аккаунты. Может быть, это какие-то электронные системы расчетов. Поменяйте эти аккаунты. Вообще, все то, что касается вашего благополучия, будьте на страже от начала до конца. Не расслабишься. Ну, вот как-то так нам говорят. А снова нам говорят, что, правда, не расслабишься. Ну, значит, вот какой-то такой период. Если вы составляете какие-то важные документы, бумаги, читайте разным шрифтом. Когда, если хотите, или, допустим, есть вопросы, когда вы в банках берете кредит или закрываете кредит, надо тоже все сделать как бы очень основательно, прочитать каждую бумагу, мои дорогие. То есть, по сути дела, какое-то состояние, когда вы не просто соглашаетесь, а когда вы еще вторично будете искать подвох. И эта тактика будет вам помогать. Потому что вы, мои дорогие тельцы, ну так сложилось на эти 10 дней, словно собираете все вот те карты, которые предупреждения. И, кстати, в аркане змея, именно в этой колоде, это та змея, которая нас пугает. Она появляется в той местности или в том деле, где мы этого совершенно не ожидаем. И аркан этот не говорит, что для нас есть какая-то непреодолимая помеха. Нет. В чем здесь как бы вопрос в нашем страхе только лишь? Потому что змея нам не может как будто навредить. Но единственное, что она может нас привести в какой-то стопор. Поэтому она буквально пугает. И вот для вас, даже если какие-то есть неожиданные события, новости, мои дорогие, или когда вы от человека какого-то
Это могут быть и действия человека, или могут быть слова человека. У каждого ведь тут по-своему. Вы именно взаимодействуете с людьми, и от людей получаете вот какие-то такие сюрпризы, я бы сказала. Поэтому не впадать в стопор, правильная практика. Давайте посмотрим на Таро, что же неожиданность. Луна. А по Луне тут вообще ничего не понятно. С одной стороны, конечно, это могут быть вопросы, связанные действительно с вашим домом, с вашей семьей, с вашими близкими. Какие-то люди, как ключевые партнеры, которых вы знаете. Может быть и так. Мои дорогие девочки, у кого-то вопрос «я жду ребенка». И это тоже может быть неожиданная беременность. Ну, перекладывайте на себя, насколько это целесообразно вашему возрасту и вашим желаниям. Но такое тоже я не исключаю. Может сложиться такая ситуация, когда вы окажетесь в толпе. Тогда помните, мои дорогие тельцы, значение, куда меня вот несет толпа. Вам нужно контролировать, нам все карты об этом сказали, контролировать ситуацию буквально в мелочах. А когда толпа, мы не можем этого делать. И поэтому, с одной стороны, аркан Луна говорит, пройдет какое-то время, выглянет солнце, и все станет по своим местам. Но существует еще тот период, когда облик есть, очертания вроде бы есть, конкретики нет никакой. И в неожиданностях, значит, у кого-то это будет как событие, которое приходит извне, потому что когда старший аркан, это всегда событие извне. Или назовите это обстоятельства. А для кого-то это будет связано просто сама по себе информация или новость. Давайте посмотрим, в чем же ваша сила. Ваша сила в реальности. И нам показана девушка, двойка мечей. Это явно какая-то не новая проблема. И я могу предположить, что, и, кстати, аркан Луна – это карта интуиции. Интуиция вам будет давать правильные подсказки. Но интуиция – это не есть какая-то глубокая философия на мелком месте, в которой мы можем застрять. Есть какая-то тема, которую вы должны для себя однозначно, мои дорогие, решить. Причем, может быть, для кого-то радикально, а для кого-то имеется в виду, даже если вы вынуждены что-то, вот как я говорила, продолжать или продолжать какие-то контакты, но для себя какие-то рамки, какой-то фарватер, по крайней мере, для вас самих четко обозначить. И для этого нужно быть реалистом. Девушка не может видеть реальность, она ее не видит, потому что у нее завязаны глаза. И вороны в этой колоде – это образ мудрости. Они пытаются как будто сорвать вот эту повязку с глаз девушки, у них, понятно, ничего не получается, и они только путают ей больше волосы. Вот какая-то путаница, словно липкая паутина мыслей. Мы можем в этом застрять, но для начала нужно, чтобы словно пелена с глаз спала. Может быть, это и есть по аркану Луна какое-то важное решение. И вы, как информация к вам приходит или какое-то событие, вы этого не ожидали. И вам нужно отстроить свою реальность, как в новом ключе. Дела, работа, бизнес. Ну вот чтобы там у вас не происходило, хоть камни с неба, мои дорогие тельцы, а вы будете победителем. Дела, работа, бизнес, учеба, деньги. Все же жезлы – это у нас денежная энергия, безусловно. Ну и деньги нам ведь откуда-то приходят, правда, мы их зарабатываем. Поэтому какие-то очень ваши правильные действия. Возможно, для того, чтобы и быть победителем, вам придется вот пройти какой-то такой не самый простой путь, мои дорогие. Или всегда шестерка жезлов нам говорит, ты должен дальше контролировать ситуацию. Иначе, если как только ты расслабишься, все пойдет наперекосяк. Или начнется какая-то турбулентность, или что-то начнет меняться. А вам, держа руку на пульсе, будет сразу видно, если вы контролируете, где внести какие-то коррективы. Финансы. Еще одна 6. Вы знаете, это какая-то у вас идет перезагрузка. И по шестерке мечей это как своего рода трансформация, потому что мы отплываем от прежнего берега. На лодке наша девушка в сопровождении, опять же, воронов, перемещается. Вот она уже прибыла практически на новый берег. Но для того, чтобы прибыть на новый берег, нужно было когда-то отплыть от старого берега. И это для кого-то из вас будет напрямую обозначать вопросы, связанные с какой-то поездкой, может быть и недалекой, или переездом. Может быть и переезд необходим. А тут какие-то новые условности, новую информацию вы узнаете.
И пока еще не можете, мои дорогие тельцы, с чем-то сориентироваться. И отказаться как будто тоже не можете. На кону что-то важное стоит. Потому что я могу судить по карте победитель. Значит, есть какой-то важный вопрос, который вы уже, может быть, начали много времени тому назад. И вы уже какой-то путь прошли. И дальше вам ничего не остается, как продолжать. Но, значит, для вас четко, для себя самого или самой, обозначить какие-то приоритеты и вот грани, я говорила, какой-то фарватер. И контролировать, и еще раз контролировать стоит. Вообще, карта шестерка мечей, карта заслуженного успеха. Но это тот успех, который не теперь приходит, а чуть попозже. И карта может означать, ну, где-то как освобождение от каких-то преград. Карта требует от вас мужества и, видимо, какие-то решения по части денег и финансов, а вы будете принимать. Вообще пересматривать, скорее всего, по этой карте стратегию и тактику по части мой приход или доход и мои расходы. И сделать это будет совершенно необходимо, потому что словно энергии вокруг вас меняются. Меняются через обстоятельства, а у кого-то меняются через взаимодействие с людьми. И мы это не можем изменить. Но, по сути, две шестерки – это две победы. Как в делах, так и в финансах. Давайте мы узнаем, а что же в личной жизни. Праздник. Может быть, встреча с родственниками. Или решение какого-то вопроса, как, к примеру, у кого-то из вас, как любовный треугольник. Я могу тоже такое предположить. Но я тогда должна сказать, что это вы будете выбирать. Ну, может быть, и вас выбирают, я такое тоже не исключаю. Но, в принципе, карта для вас говорит именно в этой колоде. Как будто уже что-то вы получаете или согласовываете. По тройке чаш это может быть сам по себе как подготовка к празднику, мои дорогие. Да, все-таки это декабрь. И как подарки какие-то вы будете готовить. Или дом будете делать, жилище более удобным, более комфортным. Таким, которое нас сразу вдохновляет. Какие-то детали там, антураж какой-то будете наводить. Давайте я раскрою немножко. С чем это может быть связано или какие подсказки нам еще дадут карты. Восьмерка жезлов. Правда, вы знаете, вам придется куда-то отправиться. У кого-то это дороги могут быть связаны попросту с согласованиями, которые высокие инстанции, может быть, есть какие-то бумаги, документы, вам что-то нужно прописать, оформить, и вы не можете терять времени. А для кого-то из вас подвернувшаяся какая-то поездка или удобоваримый какой-то вариант, если вы планировали переезд. Опять же, какая-то трансформация для вас происходит, и словно тысячи дорог сходятся в одной точке. Даже если что-то поначалу или какой-то период шло криво, непонятно, и вас, ну, где-то расстраивало, то все равно финал вас обрадует, мои дорогие. Но вот эту трансформацию мы не отменим, и поэтому где-то действовать быстро и в то же время четко, разумно и собой не рискуя. Давайте я хочу спросить, чего касается шестерка мечей, с чем это может быть связано? Ну тогда, мои дорогие тельцы, посмотрите, аркан мага. И это ведь ваша дорога. У кого-то поездка или для кого-то из вас придется изучать новые системы взаиморасчетов. И мир ожидает как раз Уран в вашем знаке зодиака. И это не совсем декабрь, это по конец января 2025 года. И переходный, опять же, период. Вот совсем скоро, еще раз, Уран будет переходить из ретро-движения в директное прямое. С февраля уже прямое. И поэтому на стыке январь-февраль. Здесь, как и человечество, ожидает, повторюсь, что могут меняться и валютные рынки, фондовые рынки, какие-то системы взаиморасчетов, новая система какая-то финансовая может появиться. И мы должны это изучить, себя адаптировать или себя организовать в каких-то новых условиях. Но все, что касается денег и финансов, какова бы ни была сложная ситуация, ну, может быть, иногда нам пространство дает, ставя перед нами какие-то, ну, как некоторые препоны. Она дает нам своеобразный пендель волшебный, чтобы мы вышли из зоны комфорта. Вот эти две карты что-то подобное и говорят. И причем заранее говорят, что для тебя, телец, нет ничего невозможного. Но это что-то, как по шестерке мечей, новый берег. Или новая какая-то концепция, которую, правда, тебе нужно изучить, адаптировать, применить к себе.
но маг, и значит у вас, что бы вы там себе не задумали, какие бы проекты перед собой не поставили, у вас получится заработать деньги, у вас получится осуществить, забегая немного вперед, ведь это старший аркан, он проигрывается, ну, как минимум 3 недели. Значит, какой-то период активности, мои дорогие, несмотря на то, что в декабре мы чаще расслабляемся, готовимся к праздникам, нет, здесь что-то для вас решается основополагающее и очень важное в вашей жизни, то, что будет иметь продолжение на 2025-2026 года. С чем-то вы тут определяетесь по части финансов. Но и будьте внимательны, вы тоже можете столкнуться с великими манипуляторами. У вас у самих, мои дорогие тельцы, достаточно хитрости, и интуиция у вас будет работать великолепно, чтобы распознать подобных персонажей. Но беречь себя – это основная задача. Себя и свой успех. Совет. Ну что тут скажешь? Карта радости. Когда вся семья в сборе. Или, может быть, это касается родственников. Или каких-то праздников. Или пусть хоть десятка чаш, конечно, это эмпатия, эмоции, любовь, мои дорогие. Но может говорить о том, что наш проект какой-то продвигается, ну, с хорошей такой скоростью и с хорошим плюсом вперед. Вы остаетесь чем-то довольным. Поэтому слушайте себя, слушайте свою интуицию. Она вам будет давать правильные подсказки. Не откажитесь от чего-то, то, что вам может не нравиться, или то, что от вас потребует новых действий или новой энергии. Как раз быть этой лисой, может быть, и придется. Но, значит, возможности к вам приходят именно каким-то таким своеобразным путем. Но то, что стоит на кону, или то, что как результат вы получите, вы будете рады, счастливы, вам это понравится. Для кого-то из вас может это быть как примирение, может быть, да, или какие-то счастливые события в вашей жизни. Это могут быть добрые события, которые говорят о вас, в вашем месте пребывания, или о вашем доме, когда тоже у вас получится, может быть, осуществить оформление какое-то, или поменять жилье, может быть такое, или ну как-то вот решить какой-то свой вопрос, или продвинуть какую-то свою тему. И вы тоже остаетесь и радостны, и довольны. В целом какой-то прогресс. И поэтому конец где-то вот первой декады, 10 дней декабря вас оставляют, ну, на позитивном ключе. И на том, что, как у мага, я хочу, я могу, у меня получится. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.